Под прошлым роликом, где я рассказывал о том, что упускают критики Mojang, разгорелась нешуточная дискуссия. Те, кто считает, что Mojang обленились, спорили с теми, кто так не считает, или перестал это делать после того ролика. Я внимательно прочитал все, что вы написали, и теперь я убежден, что Mojang и правда обленились. Но я решил пойти дальше и собрать статистику, которая гарантированно это подтвердит. Немножко программистской магии для сбора, обработки и визуализации данных, и вжух! Да как так-то? Как видите, я построил график количества изменений в игре по годам. Он начинается с первого официального релиза 1.0.0 в 2011 и заканчивается актуальным на момент сбора данных 1.21.3. Снапшоты я, конечно же, не включал, потому что добавленное в них не раз переделывается, и все равно потом попадает в чейнджлог релизной версии. И мы ясно видим, что в 2023 и 2024 году студия делала больше, чем даже в рекордном 2016. А тогда появился многострадальный Combat Update 1.9, Frostburn Update с белыми медведями и Exploration Update с лесным особняком. Эх, похоже, цифры говорят сами за себя. Они, наоборот, в последние годы стали делать больше. Но недовольные количеством контента наверняка скажут, что это ложь. И это... правда ложь. Давайте разбираться, в чем именно я обманул всех вас. Начнем с данных. Откуда взять максимально полную информацию об обновлениях за такой большой срок? Я искал в интернете готовую базу, но не нашел. Логично предположить, что можно взять официальные чейнджлоги разработчиков, но проблема в том, что их писали в разное время, в разном стиле и с разной детализацией. Поэтому, на мой взгляд, наиболее полным источником можно считать Minecraft Wiki на английском языке, так как ее наполняет сообщество, и даже для старых версий все было расписано достаточно детально. Я обошел защиту от ботов, распарсил все страницы обновлений и получил подробные списки изменений. С источником данных все в порядке. Единственная проблема в том, что версия 1.0.0 вышла 18 ноября 2011 года. Следовательно, нельзя считать, что столбик за этот год полноценно отражает количество проделанной работы. То же самое с 2024. До конца года выйдет минимум еще одно обновление, а значит данные не полны. Хотя куда уж больше. Итак, пока получается, что это самый продуктивный год в истории студии. Продолжаем разбираться в моем коварном обмане. Что в себя включают эти столбики? Ведь на Minecraft Wiki в каждой статье об обновлении есть множество глав по разным направлениям, включая видеоролики на тему, галерею скриншотов, список найденных версий и багов. Конечно же, я подобные категории исключил и оставил только описание полезной работы, проделанной разработчиками. Вот только количество сделанного далеко не всегда коррелирует с тем, что получают игроки. Что это тут у нас? Удаленная? Какая нам польза от удаленного из игры контента? Сносим. Черт, ничего не изменилось. Вероятно, подобных изменений было совсем минимум. Зато явно заметны фиксы багов. Вот их тоже надо грохнуть. Потому что нечего писать баги, чтобы потом тратить время на их исправление. Разработчик не человек, а значит не ошибается. Меньше стало. Но картина практически не поменялась. Ну, тут явно лишними являются эксперименты, потому что это примерно то же самое, что и снапшоты. 100 раз поменяется, пока пойдет в релиз. Исключаем. Все еще чувство, что нас где-то обманывают. Что за техникал? Это что вообще такое? А это подробности изменений, которые влияют на создателей контента для игры. Тех, кто пишет датапаки, ресурс-паки, создает карты или моды. И такие подробные описания технических изменений начали появляться только в последние 3 года. Это точно влияет на игроков, которые пользуются сторонним контентом, но не напрямую. Так что тоже удаляем. Ну вот, так бы сразу. Не такой уж 2024 рекордный год. Однако все равно получается, что последние 2 года студия добавляла в игру гораздо больше контента. Причем этот год еще не закончился. Впереди выход версии 1.21.4, в которой зарелизится Бледный сад. А нововведений уже сейчас столько же, сколько получилось за прошлый год. Чистых нововведений, с полным исключением изменений в существующих механиках и контенте. Для меня в этом споре остался всего один вопрос. Почему все чаще слышно игроков, которые жалуются на обновления? Да, конечно, разгоняют и контент-мейкеры. Но такое было всегда. Если в вашем контенте есть тема для спора, он распространяется лучше. Вот только комментарии в соцсетях пишут обычные игроки, а значит, эти тезисы в них откликаются. Лично я вижу ситуацию так. В отличие от большинства современных игр, у Майнкрафта нет и не может быть направления, которое по какому-то общему признаку привлекало бы игроков. Это одновременно как минимум симулятор мира, строительно-механическая песочница и база для создания собственных мини-игр. В результате аудитория игры совершенно разная, каждый находит в ней что-то свое, особенно в выживании, где каждый игрок проходит свой собственный путь. В результате внутри сообщества находятся совершенно разные люди, с разными интересами и взглядами. И даже если выделить среди них крупные группы по интересам и в каждое обновление добавлять контент и механики под каждую из них, то все равно какой-то из групп будет казаться мало, а игра при этом быстро скатится в неиграбельный хаос. А как считаете лично вы? Напишите в комментариях. И до встречи в следующем ролике.